Всем здорово, народ! Поздравляю всех с прошедшим, с наступившим, как говорится. Я еще не вернулся на рабочее место, но вот сегодня, соответственно, подготовил заранее для вас котеечки, пвпшные аренки, все как вы любите, поэтому всем приятного просмотра. Погнали смотреть видос. Итак, понеслась. Первая котечка, играем вместе с чернокнижником, а это означает что? Это означает, что нам нужно создавать здесь фронт-лейн, идти вперед. Ну и изначально, учитывая, что против меня Фералыч, у которого много брустового урона, Паладин, соответственно, я вышел именно в стойки льда. Спешить нам здесь некуда. И если в меня сейчас захотят противнички открыться, а-ля типа, что вот я далеко до своих тиммейтов, да, то мы это как бы заранее просто предугадываем и ледяной стойкой доджим очень солидную часть депоса. На самом-то деле, я не знаю, просто если во власти льда бегаете, это настолько сильно вам сейвит хп, ну, что просто шок-контент. Многие почему-то, я вот знаю, недооценивают эффект данной стойки. Ну и все, стоим спереди, максимально пытаемся создавать проблемы для противничков. И, естественно, не заходим куда-то туда вперед. Видишь, я их так подбаечиваю потихонечку, пытаюсь их вывести ближе к своему варлоку, на дистанцию его, соответственно, кастов, чтобы ему не мешал ни пилар, ничего ему не мешало абсолютно. Замораживаем здесь вражеского ДЦшника. Тринкет он не тратит, в этом плане молодец, нормально. Но потратил зубы по своему фералу. И вот это уже для нас супер гига выгодно, поскольку наш контроль, вот этот массовый ненасытность уже кэдэшится всего лишь 1 минуту. А зубы у приста будут недоступны еще целых 3. Ну и вот, посмотри. Действительно, противники решают играть именно по мне. И из-за этого стойку льда я не переключаю очевидным моментом. И у них достаточно нехорошо все складывается по итогу, потому что пробить меня как-то прям солидно, да, они не могут. Даже до 3 хитпоинтов мне не опустили. Нас это максимально устраивает. Здесь пошел чернокнижник мой Афлик вперед, прямо в самую гущу, чтобы дать массовый эфир. Молодец, окей, let's go. Дауби. И мы просто ждем своего момента, здесь не тратим все наши кнопки, ну, в виде немоты, да. Мы ее не тратим. Потому что это самая мощная в нашем арсенале способность, которую нужно выдавать именно под бурсты. Допустим, сейчас очень неплохой момент, с одной стороны. Выдаем немоту в ДЦшника. Сейчас попробуем здесь навести суеты, поскольку у нас еще есть грипп, и у меня еще есть заморозка. Гриппу замораживаю, отлично. Получится ли пробить ферала? Не получится, скорее всего, потому что пошел тринкет от ДЦшника. Ну, нормально. Тринкет выбили, в принципе, неплохо, учитывая, что мы опять же играем вместе с Варлоком. Как только деминишинги на фир сбросятся, череда контроля от моего лока, соответственно, позволит нам, скорее всего, здесь уже убить кого-нибудь из противничков. Я понимаю, что Ферал сейчас был достаточно далеко, поэтому пошел, опять же, еще больше вперед, чтобы создавать проблемы вражескому хилу и паладину, чтобы они на меня свой фокус внимания перевели и забили на Фералыча. Но он как бы тоже не лыком шитый, понимает, что не может он оставаться просто в центре поля боя. И решил выйти. Опять же, вернуться так к своим тиммейтам. Показываю быстренько вам билдачок. Надо разбиндить кнопку. Забываю все это сделать, чтобы таких вот казусов не было. И пошел контроль. Фуловый эфир по ДЦшнику, но у нас Паладиныч, да? Теперь бабл потратил, чтобы в фуловом эфире не стоять. Но вот с одной стороны неприятно, конечно, да, то, что ты бегаешь вот в стойке льда. И я все-таки не решаюсь ее переключить на стойку анхолика, потому что играют по мне. Но с другой стороны, в принципе, депоса все равно хватает. И вот сейчас можно переключиться под заморозку, давай, да убей. Нам нужен депос. Нам нужен большой депос. 0% хп. Умирает. Найс. Вот почему я обожаю Фрост ДК. В продолжительных файтах, когда не заканчивается бой за 30 секунд, невероятно офигенский контроль. Следующая котеечка понеслась. Теперь против нас Рестор Друид. Неприятный пацанчик, знаете почему? Потому что не особо получается в него никогда упарываться. Вот именно друида завалить максимально неприятно. С другой стороны, учитывая, что опять же мы Фрост, можно его контролить совершенно спокойно. Ну и как бы комбинировать этот контроль вместе с моим тиммейтом. В этот раз играем вместе с Фералычем. Посмотри, какой большой депос вылетает по варлоку. Соответственно, я даже нажал тринкет, чтобы не стоять в контроле. Нажал немоту в рестор друида. Туда, кстати, еще и циклон залетел. В общем, да. Но бобчик от паладина очень вовремя нажатый. В этом плане, да. Не всегда такое делают противники. Представьте себе, да. Вот играя за паладина, как вот можно не нажать боб тиммейта? А бывает такое. Но нет, этот паладиныч у нас, ну, получше сориентировался в файте. Нажал боб, молодец. Респект таким ребятам. Подсейвил своего тиммейта, и все. Бой у нас продолжается. Быстро он здесь не закончится. С одной стороны, туннелить Афли Варлока вот сейчас, когда мы уже потратили все свои бурсты, да, потратили контроль, будет достаточно сложно, поскольку у него очень много хила, и выживаемость у Афлика действительно не маленькая, ни хрена. В этом плане, возможно, нам стоит пересмотреть свой таргетинг, а с другой стороны, ну, блин, бить ретрика? Ну, можно бить ретрика, да. Было бы неплохо, с одной стороны.
Но просто видишь, опять же, мы тут играем именно не по связи и только на чуйке должны с моим фералом организовывать синергию. Здесь вот... Как же неприятно, да? Не сбросил я с себя, соответственно, ауру нежити. Я же нажал перерождение и ауру не сбрасывал, чтобы новые эфиры по мне не захотели. И ретрик вражеский это заметил. Это я вам к тому, что вражеский ретрик паладин реально не бот. Он, по крайней мере, отслеживает бафы, дебафы, и он все видит, что я нежить. Нажал в меня свое изгнание нежити. Молодец, легенда. Вот видишь, все. Пацанчики уже более-менее начинают отыгрывать адекватно. Даже, казалось бы, на таком невысоком рейтинге. Бой немножечко затянулся. И видишь, да, постоянно проседает у меня мой Фералыч. Потому что, понятное дело, тяжело за кошку постоянно быть фоллоум. Очень уязвима она к прессингу и к дамагу, в принципе. И опять же, очередной контроль идет в виде у нас ненасытной стужи. 7 секунд по... Точнее, даже 10 фоллоу секунд по друиду залетает. И сейчас попробуем еще раз забуриться в афли чернокнижника, поскольку у меня есть еще будет моментально немота в друида нажата. Удушение у нас имеется. Здесь тринкуем. Гриппим к себе вниз Варлока, чтобы он, соответственно, залосал своего друида. У него сейчас нет телепорта, но, блин, насколько же много хила в него залетает все равно в любом случае. Дотки, плюс Паладиныч там помогает. Тяжеловато идет, не мотая. Последняя немота залетает в рестор друиду, туда еще циклон на 2 секунды, но фир с меня не диспелится, стоим, фулл контроль. Не получается пробить здесь Афлика, не получается его никак дожать, но все-таки вот действительно, у них сетап достаточно хороший в этом плане. У них и паладин подсейвить может, и подхилить может, и Афлика сложно пробить, и ресторыч как бы может заранее дотки свои какие-то накинуть, и даже если мы его законтролили, все равно не факт, что это вот позволит нам кого-то убить, да, из сетапа противника. Да, прикольно. Прикольно у них все сделано. Так. Пытаемся задоджить циклон. Все-таки, да, не даем его в себя нажать. Заморозил как раз-таки под конец каста. Найс, let's go. Как будто бы это win condition для нас сейчас. Но то, что получилось так много времени выиграть у Друидыча, то, что мы его подконтролили, то, что мой Фералыч продолжает его контролить, очень хорошо получается. Еще стан феноменальный залетает от моего Холи Паладина. И под конец все-таки дожимаем чернокнижника. Все-таки победу достигаем. Ну такая достаточно интересная катка, согласись. И последняя каточка на сегодня, народ, достаточно у нас будет, да, непродолжительный видеоролик, но зато интенсивненький. Играем против Ферала, против Афлика и Холи Паладина. Пока что просто стоим, смотрим, на что рассчитывают противники, в кого они собираются здесь играть, не особо понятно. Ну, вроде бы в меня какие-то кнопки залетают, поэтому нажимаю, соответственно, зеленку, чтобы занивелировать депас от Афли Варлока, чтобы не словить дополнительный контроль. Массовую заморозку применяем. За счет чего выбиваем тринкет с Афли Варлока, на самом деле ему не стоило этого делать. Лучше бы в контроле постоял, не знаю зачем. Тринкет он прожал. И пока что все-таки тоже не рискую выходить из стойки льда. Не понимаю, в кого конкретно пытаются играть противники. Они вроде и меня пробивают, и моего тиммейта пробивают. Но учитывая, что сейчас он летает в циклоне, как будто бы все-таки напор у них на меня идет. Понимаю, что какая-то сумбурная максимальная каточка, поэтому решаю пойти именно в массовый депос. Раскидываю на всех максимально дотки, пытаюсь заражать нечестивой порчей, чтобы дотки мы были не задиспелимые. И я не знаю, просто Паладиныч решил убежать, потерял своего тиммейта. В общем, проиграли они, конечно, сумбурно. Это, по-моему, не очень, да, прошаренный Холи Палыч. Соответственно, подарил нам победку. Но вот такая заключительная котеечка до сегодня. Все, народ, на этом видос завершаю на сегодня. Если вас интересует пак аддонов, у меня есть телеграм-канал, где я в закрепленном сообщении все приложил. Там и ссылки на видосы, соответственно, и зипник со всеми моими аддонами. А если вас интересует дополнительный контент в виде гайдов на различные классы и спеки, гайды на те же настройки аддонов, на настройки интерфейса, то приглашаю на свой бусти, там у меня весь доп-контент. И также есть личный чат, в котором вы можете мне написать, и я отвечу на все ваши вопросы. Всем удачи на сегодня, народ, всем прогрессив PvP в PvE, всем на сегодня. Пока.